Подразделения российских вооруженных сил, форсировав реку Кашлагач, прорвали оборону батальона «Айдар» и, продвинувшись на 5 километров, вышли на рубеж Шахтерская-Новоукраинка. Уничтожено до 30 боевиков, 1 танк, 1 БМП и 4 автомобиля повышенной проходимости. В настоящее время ведут бой с подразделением 54-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины, действующей во втором эшелоне. Группировка Народной милиции Донецкой Республики уничтожила до роты из состава 53-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины, полностью взяла под контроль населенный пункт Тарамчук и преследует отступающего противника. Группировка войск Луганской Народной Республики вышла к северной окраине города Лисичанск и осуществляет уничтожение разрозненных групп националистов, отступивших из города Рубежное. За день оперативно-тактической армейской авиацией поражены 59 военных объектов Украины. Среди них 3 командных пункта, 2 установки реактивных систем залпового огня и 2 радиолокационные станции в районе города Богодухов, 2 склада ракетно-артиллерийского вооружения, а также 51 место скопления боевой техники. Беспилотным летательным аппаратом «Форпост.РУ» уничтожен 1 радиолокатор подсветки наведения зенитно-ракетного комплекса С-300 в районе населенного пункта Выполза, 60 километров севернее Киева. Кроме того, российскими средствами ПВО сбиты в воздухе 5 украинских беспилотных летательных аппаратов, в том числе 1 Байрактар ТБ-2 в районе Маловранцовки. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 201 беспилотный летательный аппарат, 1443 танка и других боевых бронированных машин, 147 установок реактивных систем залпового огня, 564 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 1248 единиц специальной военной автомобильной техники. В ходе проведения специальной военной операции российским военнослужащим добровольно сдался сотрудник Главного управления СБУ по Донецкой и Луганской областям. Данный офицер принимал непосредственное участие в организации подготовки диверсионно-террористических групп для работы в освобожденных от националистов районах. Офицер СБУ передал подробные сведения в отношении всех лиц, привлеченных к ведению диверсионной деятельности на территории Донбасса. Довожу до сведения всех завербованных СБУ лиц, что добровольный отказ от преступной деятельности и своевременное сообщение о ней правоохранительным органам освобождает от уголовной ответственности. Кроме того, офицер СБУ сообщил о спланированных боевиками националистического батальона «Азов» террористических актах во Львове против сотрудников и объектов дипломатических представительств США и других западных стран. Хочу подчеркнуть, что руководство киевского режима осведомлено о планах националистов, но никаких действий по недопущению их реализации не принимает. Киевский националистический режим планирует представить нападение на дипломатические объекты США и западных стран как якобы целенаправленную атаку российских вооруженных сил. Главная цель провокации – усилить давление на страны НАТО по введению над Украиной бесполетной зоны и предоставлению дополнительного вооружения.